За последнее время гугловский июньский апдейт пошатал знатно выдачу. Очень многие сайты потеряли в органическом трафике. Да, мы можем констатировать факт, что органика просела у огромного количества информационных сайтов, кое-как зацепила коммерческие сайты, возможно, не зацепила вообще некоторые ниши, но факт остается фактом. Сайты, которые основаны на информационном трафике, очень сильно потеряли позиции. И в этом видео, как вы убедились уже из названия, мы поговорим о сайтах, которые вынуждены жить за счет SEO-шки, у них нет других каналов рекламы. Это сайты, которые зарабатывают на реферальных ссылках, на бинарных опционах. Такая ниша существует, эта ниша достаточно интересна, и в ней действительно много денег. И в нее пытаются зайти многие. И не все становятся успешными, как и в самой нише бинарных опционных, так и на заработке в ней. В ней можно допустить огромное число ошибок, не получить нужный результат, не получить нужное количество трафика. И мы поделимся в этом видео тем опытом, который есть в команде SEO Quick. Потому что у нас в этой сфере есть действительно опыт. Меня зовут Николай Шмачков, и это видео про то, как продвигать сайты, которые зарабатывают на бинарных опционах в 2025 году. Вкратце поговорим вообще про сложности продвижения подобных проектов. На эти проекты нельзя по-белому лить рекламу. Реклама в Google Ads попросту запрещена. Об этом можно посмотреть на вот этой ссылке. И, конечно же, блокировки аккаунтов – это норма в этой нише, поэтому существует так называемый серый рынок продажи аккаунтов, которые льют рекламу, потом аккаунты блочатся, начинают лить новую рекламу на новые лендинги, которые переливают трафик дальше. Эта ниша, мы ее не будем оговаривать в этом видео. Если вам интересно, напишите в комментариях, либо накидайте лайков под этим видео. Мы постараемся эту тему тоже разобрать. Но переходим к основному нюансу. Вообще, что это за сайты для тех, кто вообще впервые и хочет на этом заработать, коротко расскажу. Начнем, собственно, с базы. Что такое бинарные опционы? Это особый такой вид финансового инструмента, который работает по принципу «все или ничего». Вам нужно лишь спрогнозировать, вырастет цена или упадет за указанный промежуток времени. И вы выбираете какой-то конкретный актив, выбираете конкретное время и говорите, вот она вырастет или она упадет. Для удобства существует график, который эти всевозможные брокеры предлагают. И на этих брокерах люди играют, мягко говоря, с ценой. Это чистое казино, только вы не крутите казино-рулетку, не кидаете кубики, а смотрите, что произойдет с графиком. За 5 секунд, за минуту, за 3 минуты, за 10 секунд вы выбираете, ставите свои деньги и либо получаете плюс, либо теряете все. Получаете вы обычно не 100% плюса, например, 90-92%, потому что часть комиссии с прибыли съедает сам брокер. Вот. А с потерянных денег вы не получаете ничего. Ну и вы скажете, ну и в чем смысл вообще? Возможно, зачем нам эта ниша, что мы про нее можем узнать? А я могу одно сказать, что компании, которые организовали подобные казино у себя, то есть подобные сайты с бинарных опционов, они дают очень щедрую комиссию тем, кто привел к ним непосредственно человека, который будет ставить там свои деньги, да, и выигрывать. Напоминаю, что в этой нише нельзя, там мы не будем говорить, как заработать деньги, такой жирный дисклеймер. Мы сразу говорим, что это азартно, это все на страх и риск. Мы будем рассматривать исключительно SEO-шную сторону вопроса. То есть мы смотрим, что есть сайт брокера, он дает особые условия для тех, кто приводит к ним клиентам, и вы выступаете в роли платформы, как человека, который может создать инструмент, по которому будет аккумулировать аудиторию, и который будет по нужным ссылочкам переходить на этого брокера и зарабатывать, пытаться зарабатывать на нем, тратить свои деньги, а вы будете получать комиссию с приведенных пользователей. И поэтому существует действительно обширная категория веб-сайтов, которые непосредственно не предоставляют услуги торговли, но играют, собственно, ключевую роль в привлечении аудитории на подобные проекты. И монетизация происходит через так самые аффилиатные программы в виде тех самых ссылочек, в которых встроен ваш реферальный код аутентификации, по которому платформа определяет, что это вы привели человека и учитывает зарегистрированного человека и человека, потратившего деньги, заработавшего деньги в специальном личном кабинете. Если копнуть глубже, то бинарные опционы, они находятся максимально выгодными для привлечения трафика, потому что там размеры вознаграждения самые высокие. Но
Это же применимо и к другим нишам. Нишам тех же самых криптобирж, нишам той же в сфере Форекс, любых других кошельков. Они имеют тоже комиссии за привлечение пользователя, просто они значительно меньше. Но если вы будете привлекать на какую-то конкретную биржу к себе людей, и пусть даже там комиссия будет там не 50, не 40%, а там 5%, но это будет более такой, не азартный, а более стабильный вид платформы, где платформа стабильная, у нее хорошие отзывы, и вы будете благодаря своим обзорам приводить туда огромное количество людей, то на объеме вы заработаете тоже гораздо больше денег. Почему в этом видео зацепил бинарку? Потому что ее любят больше, потому что на ней можно заработать больше. Желающих поиграть на графике рынка гораздо больше людей. То есть можно легче собрать этих людей, и с них гораздо больше выгоднее получить комиссию. И более того, эта ниша не сильно блокируется во многих сферах, в отличие от азартных игр в чистом виде. В выдаче Google эта схема работает, и пока на нее блокировки как таковой нет, кроме рекламы. Так как видео посвящено непосредственно бинарным опционам, я рассмотрю исключительно них. Если вы хотите рассмотреть и другие виды сайтов, которые зарабатывают на трафике, связанном с криптобиржами, либо Форекс, либо другими тематиками, обязательно напишите мне в комментариях, либо лайкните. Николай, хотим продолжение. Достаточно этого комментария. Вот Николай, хотим продолжение. Мы снимем и остальные продолжения этого видео. Это видео мы постараемся рассказать вообще, на что нужно обратить внимание при продвижении подобных проектов. И давайте мы будем разбирать, какой тип контента в основном на этих сайтах, которые приводят аффилиат-трафик, существует. Вот будем разбирать как SEOшники. Первый тип контента, на который мы обратим, конечно, внимание, это обзоры брокеров и рейтинги. На экране вы видите как раз сейчас яркий пример такого брокера. И этот брокер, Pocket Option, самый известный, и сайт, который его делает обзор. Мы видим классические звездочки, важная информация, регуляторная информация, условно говоря, триггеры доверия, конечно же, где, в каких странах он работает. Это все делается за счет правильно продуманных скриптов. То есть просто на базовом WordPress вы такой трюк не сделаете. Нужно будет это все заранее настроить, прорисовать. Поэтому при работе в подобной нише нужно заниматься именно грамотным дизайном этой страницы. То есть дизайн страниц, где будут писаться обзоры, он гораздо сложнее, чем классический блог. Если вы до сих пор думаете, что там просто блог залил и пошел, это неправда. Это не сработает. Поэтому смотрим внимательно и видим, что здесь есть. Да, есть блог с топ-брокерами, есть блог с навигацией по другим разделам. Тут можно сделать, есть новости. Это не так важно. Смотрим, вот есть написанный контент. Расписано все очень, максимально сухо, без каких-либо воды, то есть не пишется ради объема контент, здесь пишется четко, только нужная информация. Вот. Но она должна быть исчерпывающей. Поэтому эту информацию я бы никогда бы не доверил копирайтеру, и в худшем случае бы доверил это бы GPT. Ну, то есть вот если копирайтер это вообще провальный вариант, с GPT я бы еще бы попытался написать, но скормил ему огромное количество контента конкурентов, чтобы написать что-то подобное. Но я бы привлек для этих целей специалиста. Вот, как мы видим, есть контент, есть самое главное, есть скриншоты. Это очень важно, классические скриншоты должны быть. И, конечно же, ответы на самые популярные вопросы, блок с вопросами обязательно, потому что это все органика. И на эти вопросы, все эти вопросы нужно собирать. Семантика собирается не при помощи планировщика ключевых слов и даже не при помощи платных сервисов. Есть куча трюков сбора реальной семантики из поисковых запросов и поисковых подсказок. Да, то есть вот если вот даже просто мы спрашиваем из Pocket Option Legit, мы можем увидеть, какие еще вопросы вот генерируются, да, и это все вопросы, на которые можно собирать ответы. Более того, можно попросить GPT собрать эти вопросы, чтобы он сочинил. Вы можете проверить, если на эти вопросы еще действительно нет ответа в интернете, обязательно их пропишите. Не лимитируйте себя, там тут обязательно 5 вопросов, нет. Вот сколько угодно. Потом же очень полезно это вывод данных в виде таблицы. Попасть в расширенный сниппет в таблице – это очень хорошо, потому что расширенные сниппеты бывают текстовые, и бывают, конечно же, они еще табличные. То есть может вывестись и таблица, может вывестись и текст. Вот здесь иногда может выводиться разная информация, и вот если вот мы возьмем вот запрос commission, вот возьмем вот так вот запрос,
Все-таки он выводит текстом. Но, в общем, вы можете сами заметить, что иногда может выводиться здесь таблица. Поэтому для того, чтобы попасть в эту таблицу, можно делать вот подобную информацию. То есть, если мы возьмем вот так запрос, вот так он до сих пор все равно выдает. Да, а и overview обязательно, под него нужно, под его логику строить свои запросы, то есть не пропускать ни одного заголовка, которые есть, обязательно их учесть в вашем описании. Едем дальше. Вот такая вот таблица, где yes, no, это тоже очень важно, это все прописывается, это все генерируется внутренним кодом, то есть чтобы эти данные могли заполнять, и они автоматом сюда попадали. Если что-то изменилось, вы отредактировали, но здесь обновилось. Соответственно, по поводу реферальных ссылок чуть позже. Вот этот отдельный раздел Compare Pocket Option. Обратите внимание, тут вот Pocket Option против какого-то конкретного. Вы можете выбрать, оно там создаст ревью. Оно перекинет вас на подобную страничку. И вот, допустим, Pocket Option, давайте вот это Quotex. Где тут Quotex? Compare. Вот мы нажмем, мы попадаем на страничку Pocket Option Compare. И здесь идет сводка двух по этой табличке. Вот почему важно было делать правильно табличку. И вы можете как раз сравнить эти данные между собой. И эта страничка тоже ранжируется по конкретному запросу. Pocket Option with Quotex. И такого запроса есть трафик. Вот. Давайте обратим внимание, основная еще нюанс, что в этой табличке может быть. В этой табличке в обзоре обязательно может быть автор. Например, у этой странички я вот автора не вижу. То есть у этого обзора автора нет. То есть они его не используют. Но неплохо, чтобы обзор писал конкретный автор. То есть если мы, допустим, поищем ревью, вот просто в гугле по Pocket Option Review вбьем какой-то запрос, вот, и откроем, допустим, Traders Union, один из известных сайтов, который зарабатывает на аффилиат-линках, мы увидим, что здесь есть и автор, и даже факт-чекер. То есть вся эта информация, она у нас учтена. То есть у нас есть микроразметки автор и факт-чекер. По поводу метаданных мы чуть позже поговорим. То есть это все у нас прописано. Тут есть информация еще про эксперта. И вот, собственно, написана информация по этому брокеру в чистом виде, как она есть. Обратите внимание, здесь немножко другой дизайн используется, но обратите внимание, насколько важно уделяется внимание визуалу, визуальной части контента на этих страницах. То есть с отзывами тоже вот очень важно. Вот они отзывы поставили на первое место. То есть почему? Потому что им важно, чтобы люди доверяли и переходили. Но разберем основу. На примере этого сайта смотреть гораздо проще, поэтому давайте вот мы как раз глянем. На всех этих сайтах есть реферальные линки. Но в чем минус всех реферальных линков на вашем ресурсе? Чаще всего они длинные, они очень длинные. Здесь же используются классические редирект-линки. То есть, когда линка используется вот такого формата. Go Pocket. Вот, если мы вот добавим вот сейчас вот к этому URL Go Pocket, я попаду на их реферальную линку Pocket Option. Вот видите, какая она? В коде ответа я могу увидеть, что с GoPocket вот меня перекинуло на эту линку, а потом, собственно, перекинуло на вот эту линку, уже непосредственно 200-ю. То есть GoPocket сразу меня перевел сюда. То есть он не открылся, а сразу редиректнул на правильную страничку регистрации для того, чтобы пользователи непосредственно регистрировались и начинали торговать. Вот эту страшную линку никто в сайте не добавляет. Используют вот такие вот редирект-линки. Вот. По поводу того, что здесь писать про конкретно, как писать EEAT-шку, у меня есть, уже выйдет статья на блоге, ссылочка будет по описанию этого видео. Ну и, конечно же, у нас будет кузня, была уже кузня, в которой я проговорил основные моменты, как делать EEAT-шку для криптосайтов. А в этом видео я постараюсь обратить внимание на вот эти технические моменты, про которые, возможно, вы бы могли проморгать. Вот. По поводу самой реализации, как это делается, напоминаю, что в таком случае вот такой контент заливается в виде специально создаваемых таблиц, а не в виде, как многие ошибочно думают, просто текста. То есть это все фактически создаются таблицы внутри сайта, которые выводят контент по конкретным блокам. Текстом является всего лишь вот эта вся простыня, которую вы сейчас видите до вот этого момента. Дальше это исключительно табличная информация, которая заполняется специально созданными полями. Мы такое делали, у нас в этом деле опыт есть. Поэтому создавать такой контент мы можем в масштабах на огромном количестве языков. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, которые бывают сайты, вот я сказал про сравнительные таблицы, вы видели, что нужно их заполнять. Третий вид сайтов – это, конечно же, обучающие материалы.
Вот. Обучающие материалы в основном касаются как раз гайдов, как торговать, как, допустим, торговать, допустим, на отдельных криптосах, как, допустим, какие бывают криптосигналы. То есть тематики здесь огромное количество. Все, что интересует вашу аудиторию, про это можно создавать контент. Учитывая, что бинарка специфическая ниша, в ней есть действительно инструкции, есть гайды, как правильно диверсифицировать, как не играть на все деньги, да, как вкладывать там по 1/100 от вашего капитала для разных вариаций проверки стратегий. То есть никогда не играйте на 100%, да, вот есть стратегия разбивки. То есть, поэтому вот здесь вот я бы так сказал, что есть определенный контент информационный, который люди ищут, потому что они ищут, как это делать. У него есть даже популярные уже названия, свои там паттерны, там тематик огромное количество. Не буду всех проговаривать в этом видео, потому что я не хочу, чтобы ранжировались по этой тематике субтитры, как говорится. Но продвижение подобных сайтов, это в информационной сфере. Это тоже один из моментов, потому что здесь еще работает видео. Сочетание видео с инструкциями на вебе, это просто шикарно работает, привлекает аудиторию. Аудитория, допустим, смотрит ваш ролик, а вы ему говорите, что на сайте детально со скриншотами, как это все делать, или там с возможностью скачать какого-то бота, скачать какой-то скрипт, скачать там настройки на MetaTrader. Все это у вас есть, и люди такие, переходят на сайт, они уже на сайте взаимодействуют, поднимают ему поведенческий фактор, видят линки, вы им еще говорите, регайтесь по моей рефлинке, получаете бонус, вот, там дальше уже пробуйте на демо-счете, то есть тренируйте, проверяйте на демо-счете, потом пробуйте на реальном. Я говорю сразу в видео, не делайте то, что они говорят, я не рекомендую этим заниматься, мы говорим только про SEO. Информационка в этой сфере – это... в сочетании с видео работает просто на 5 из 5. Если вы будете использовать исключительно только блог с целью обучения, это мусор, оно не сработает. А обязательным моментом является сочетание видео вместе с вашим блогом. Второй особенностью этих сайтов является огромное количество языков, которые они поддерживают. Что это значит? Если мы возьмем, допустим, сайт Traders Union, и откроем его через наш редактор Unmiss, мы посмотрим очень интересную картину. При помощи нашего Chrome Extension мы видим интересную картину, что эти страницы имеют действительно, этот домен имеет трафик, который размазан по огромному количеству стран. Обратите внимание, и Украина, и США, и Индия, и Италия, и Малайзия. И вы видите, да, что показывает только первые топ-5 стран. То есть вот у нас инструмент как раз показывает только эти данные. Если вы детально попытаетесь изучить более жесткими инструментами, вы увидите, что там размазан трафик вообще по огромному количеству стран. За счет чего это делается? За счет того, что у сайта имеется огромное количество языковых версий. То есть вот у него просто на каждую страницу есть огромное число языковых версий. То есть фактически каждая статья переведена на другой язык. Все это прописано за счет грамотных рефлангов, то есть все рефланги прописаны между собой, прогружается тяжко, но на самом деле они соединены между собой, то есть если вы там перейти на любой из них, переход на самом деле есть. Вдумайтесь, 34 языка. Вот 34 языка – это те масштабы, которые нужно внедрять на подобных проектах. Нельзя сказать, что там типа, ой, давайте сделаем 2 и остановимся. Нет, конкуренты не останавливаются, потому что в этой нише люди говорят на разных языках, находятся в разных странах. Еще маленький момент, я очень советую покупать все сайты на домене .com. Можно еще брать домен .net, но я бы рекомендовал брать исключительно домен .com, он очень хорошо ранжируется во всем мире. Это такой вот момент, который можно пропустить. Но домен.com, если есть возможность купить домен, обязательно берите, потому что мультиязычность и домен, они как бы взаимосвязаны. Мультиязычность делается за счет банальных подпапок, не надо придумывать костыли, но каждая страница должна быть переведена, каждый элемент должен быть переведен. То есть, если мы вот выберем сейчас украинскую версию, обратите внимание, видите, что изменился автор, изменилась информация, да, то есть другой автор, другая информация, вообще текст написан как будто другой, но он написан для каждой страницы свой. Этот момент, потому что многие тексты пишутся с учетом локализации. То есть, если человек интересуется какой-то конкретной страной, допустим, вот он выбирает Индия, да, то есть текст может отличаться для разных стран, и на это нужно обратить внимание. То есть, я этот момент тоже фиксировал. Иногда является просто переводом, а иногда текст адаптирован непосредственно под какую-то конкретную страну. Поэтому здесь вот, если, допустим, топ
каких-то брокеров для какой-то страны, то есть можно сделать страничку на разных языках для каждой страны отдельно адаптировано, почему бы и нет. Собственно, про что писать на этих сайтах? Вот я перечислил 3 вида контента: обзоры, обучающие материалы, сравнения. Вроде бы все. На самом деле можно посмотреть, провести такой срез аудитов всех сайтов, которые работают в этой сфере, благо их собрать несложно, потому что они все есть в Google, никто из них не прячется, и изучить их, те страницы, которые находятся в топ-3. Ну, то есть вот каждого взять страницы, которые занимают топ-3. Взять эти страницы, взять контент с этих страниц и собрать себе кластер всех тем, про которые можно создавать контент. Выбрать в районе 2-3 тысяч страниц. Да, примерно такие объемы вам будут нужны на первое время, и начать писать контент по этим направлениям на те языки, которые мы выбрали. А выберем мы минимум 10 языков. Минимум. Можно и все 34. Минимум 10 языков – это must-have, потому что таким образом вы хотя бы охватите 60-70% потенциального трафика. Мы видели, да, что в среднем на страну приходится 6%. То есть, если мы умножаем 6 на 10, да, ну, условно говоря, даже будет хотя бы каких-то 50-60% потенциального трафика мы можем зацепить. Поэтому изучаем все темы, вытягиваем, кластеризуем, распределяем и пытаемся про это все создавать. То есть очень важно на этом этапе кластеризация тем и понимание, какие темы будут на сайте. Вы не будете писать просто так от балды, потому что вот я захотел. Нет, нужно создать полный контент-план, и по этому полному контент-плану заполнять ваш сайт. И действительно контенту уделять много внимания относительно дизайна и его качества. Если же, к примеру, взять Traders Union, можно его закинуть в наш инструмент и с него пытаться, допустим, забирать конкретные статьи. Наш инструмент позволяет это делать. Вы можете взять, открыть конкретную статью, которая у него есть, и нажать кнопочку «Контент», подождать немного, у вас откроется наш редактор контента, и в этом редакторе контента к вам подтянется вообще весь контент этой страницы. Единственный момент, что нужно действительно немного подождать. К примеру, вот мы выкачали контент с одной из страниц, вот мы видим, он вытянулся, вот мы можем с ним полноценно работать, можем его редактировать. При помощи нашего редактора мы вообще можем его при желании переписать, либо, допустим, вот выделить вот этот фрагмент и попросить его, вот давай, SEO Optimize, и вот этот вот выделенный фрагмент, он его перепишет, мы с этим текстом потом можем работать, сохранить его в готовый вариант. Вот он, видите, пометочку сделал, что вот при помощи AI вот он создал вот этот блок. То есть можно удалить вот этот текст, который написан. Вот он, видите, для удобства сделал пометочку. Мы вот берем вот это, что создавался, удаляем, оставляем вот этот текст, который есть. Все, он уже уникализирован. И так вот потихоньку идем, вычитываем, смотрим, что у нас тут есть, что нет. И проходим дальше, пока не закончим весь контент. И можем фактически переработанный контент уже заливать на сайт. Простой инструмент позволяет по очереди с каждой страницы работать. Вы потом можете просто решать, в какую папочку это все пойдет. И полноценно думать, с каким проектом вы будете работать. Из моментов, что еще можно извлечь при работе через наш инструмент, вы можете для удобства открыть структуру контента, посмотреть, по какой логике тут расположены заголовки. На основе этих заголовков вообще собрать в отдельный документ, написать контент и передать на заливку. Также можете посмотреть, какие тут плотности ключевых слов в этой странице, посмотреть, на что, в принципе, страница ориентирована, какой объем текста, есть ли ошибки, какое построение предложений, где сложное, несложное, есть ли ошибки или нет. А также можно посмотреть по конкретному запросу, вы можете сами вписать свой запрос, какие есть страницы еще, как говорится, в топе, вот у него по этой логике. То есть вот так нажать, он там находит страницы, можно смотреть, какие страницы занимают топ по этой нише, чтобы далеко не бегать. То есть вот можно поразворачивать конкретные страницы и посмотреть их структуру заголовков, какая у них есть, как вы видите. Все это можно делать, не отходя, не бегая никуда в браузер, прямо вот здесь в инструменте. Все, что вам нравится, можно сохранить, добавить в контент и работать. Но я не буду пиарить сильный инструмент, я просто говорю, что можно тащить контент, оптимизировать его и создавать себе свой собственный, затем передавать его на вычетку и на дизайн, для того, чтобы его грамотно заливать. Поэтому сказать, что ой, нет времени писать контент, можно писать, лишь бы было желание и, собственно, цель, с которой вы это делаете. На что бы я бы еще обратил внимание при создании контента, ваша задача создавать такой контент, на который захотят поставить ссылку.
Просто писать контент ради информационки, это сразу, ну, я бы не делал так, потому что вероятность, что вы выиграете органику, минимальна, а качество контента должно быть максимальным. Учитывая современное GPT, сейчас его писать несложно. Найди только факты, накидайте факты в GPT, он напишет вам идеальный материал. Без шуток говорю, если его накормить фактами, накормить цифрами, задать ему направление, он напишет для вас шикарную структурированную статью. Просто правильно с ним нужно работать. Но поэтому глубокие всеобъемлющие обзоры, исследования, это то, что сработает, на это будут ставить ссылки. Собственно, да, сами оригинальные исследования и данные, например, реально проанализировать каких-то брокеров, например, написать статью, посвященную несоответствию графика брокера с реальным курсом. Например, любое исследование, посвященное анализу выплат брокерам, то есть какой брокер выплачивает или нет, собрать отзывы, или непосредственно уникальные данные, какие-то кейс-стадии по тому, какие виды ниш работают, какие виды активов там работают, по каким активам можно спокойно работать, и какие активы являются проблемными для бинарных опционов в силу их постоянной волатильности. И самое главное, что еще можно создавать, это глоссарий. Глоссарий – это словарь. Когда вы делаете такой словарик, в котором есть буквочки, эти буквочки отдельно при клике попадают на определение. Эти штуки отлично позволяют для построения ссылок, потому что там можно писать развернутое определение с примерами, с кейсами. GPT вам напишет шикарное описание к определению. На основе банального текста можете попросить его расписать, где применяется, что это такое, показать как кейс-стадии, как это делать. То есть глоссарий – это тоже такой вид контента, который можно создавать. То есть можно собрать хорошее ядро, я в этом имею опыт, по вот этим всем вопросам и начать это все реализовывать. Во всех криптонишах и трейдинг-нишах я подобные глоссарии собирал. Ну и напоследок можно сделать целый раздел, посвященный новостям. Новости можно вести на сайте, их тут же можно превращать в ТикТоки, в YouTube версии этих роликов, шорты, и новости выбрасывать в Инстаграм, в ТикТок, можно в LinkedIn, правда, там банят, но все эти новости, которые связаны с колебаниями валют, с какими-то особенностями, связанными с бинаркой, все, что заинтересует пользователей, выбрасывать, потому что если вы будете это делать часто, ваш канал будет, будь то социальный канал, будет отлично ранжироваться. А при правильном подходе, добавления вашего сайта в RSS-агрегаторы, вы еще будете получать трафик с новостных ресурсов, которые сабмитят RSS-ленты ваших сайтов. Поэтому поднять RSS-ленту и начать постить там новостной контент, подключив туда GPT-обработку каких-то фактов, вы просто накормили его фактами, а GPT генерирует посты, а потом из этих постов вы генерируете сразу ролики и таким образом заполняете контентом ваши каналы, собираете себе ту самую заветную аудиторию. Все благодаря органике. Перейдем непосредственно к такому вопросу, как получение ссылок. Я не буду сильно заострять внимание по поводу линкбилдинга в этой нише, потому что он делится на 3 больших категории. Черный линкбилдинг, серый линкбилдинг и белый. Я буду говорить исключительно про белый линкбилдинг, потому что мы его продавали, он работал, и он действительно не требует каких-то сложностей при его реализации. В то время как серый и черный линкбилдинг на самом деле оказывается реализовать даже сложнее, чем белый. Ну, коротко давайте пройдемся. На что я обратил внимание? Все сайты, которые балуются серым и черным линкбилдингом, после апдейтов вот этого года прилично начали проседать в трафике. И корреляция есть действительно заметная. Я провел исследования по подобным сайтам, лидеров рынка в этой сфере, да, и заметил, что те, которые злоупотребляли черным линкбилдингом, да, с апдейтом за этот год, вот с января по июль, их кривая падения достаточно увесистая, при этом с сайтом особо ничего не делается. Это можно легко отследить по веб-архиву. Вот. На что бы я обратил внимание, какие стратегии я бы реализовывал для этих проектов, да и в принципе реализуем для этих проектов. Первая, самая банальная стратегия – это гостевой постинг. Почему она? Потому что, как я говорил в самом начале видео, что EEAT важно. У вас у каждой статьи будет свой автор с именем, автор с биографией, автор, который постит контент у вас. Было бы неплохо, чтобы его авторство распространялось за пределы вашего проекта. Если он будет привязан только к вашему проекту, это скорее минус, чем плюс. Поэтому от его авторства нужно вести посты на других сайтах, будь то платформа, где можно писать всем. Есть такие на медиуме платформы подобные. Можно там вести какую-то авторскую колонку на Reddit, на Quora. Можно вести свою информацию без ссылок, просто информацию первое время.
Потом со временем производить аутрич, искать, где бы еще можно было бы разместиться, сохранив свое авторство, давая свой комментарий. И ссылка, конечно же, у вас будет чаще всего на главную страницу, потому что будет подчеркиваться, кто, откуда вы такой. Автор на таком-то проекте, автор на таких-то 3 проектах. То есть можно там вот так вот могут быть ссылки размыты. Но именно в таком формате гостевые посты, они работают. Сохранение авторства в этом плане must have. Есть еще так называемая стратегия, называется восстановление украденных упоминаний. Суть в чем? Если ваш бренд имеет четкое название, не спутаешь, вот только его. И по этому названию вы гуглите, что его упоминают где-то. Можно напрямую написать и попросите, ребята, поставьте, пожалуйста, ссылочку. Просто вот упоминаете нас, вот, спасибо, поставьте ссылочку. Берете наш контент, пожалуйста, спасибо, оставьте на нас ссылочку. В некоторых сферах это работает. Здесь работает кое-как. Но напоминаю, что если вы создаете контент, который направлен на ссылки, к примеру, мы создавали для наших клиентов инструменты, полноценные инструменты, которые там позволяют рассчитать позицию, позволяют посмотреть курс валют, позволяют увидеть много чего. То есть и вот эти инструменты, на них люди ставили ссылки. Яркий пример, это даже на нашем сайте SEO Quick, это аудит веб-сайт. На него огромное количество ссылок, мы их не делали, их делают люди. Вот. Иногда его упоминают. То есть, и, соответственно, вот стратегия сводится к тому, что если вас где-то упоминают, можно попросить вежливо, сделайте на нас ссылочку, нам будет за спасибо. Может сработать, может нет. Но сразу скажу, за спрос не бьют в нос, отправить такую рассылку не проблема. Если получились ссылки, они получаются очень хорошие. Следующая стратегия, она та самая Брайана Дина, техника небоскреба, она сложная в реализации, но в принципе возможно, как раз работает на инструментах. Чаще всего по крипте создают, по криптотрейдингу, по бинарке создают инструменты. В основном это какие-то боты, скрипты и тому подобные вещи. Чаще всего владельцы сайтов отмирают, отваливаются, сайты перестают работать, либо сам по себе этот формат какой-то контента там устаревает в силу того, что, допустим, движок обновился у платформы, и оно перестает работать. Вы берете, создаете свой контент, свой бота, своего чего угодно, свой скрипт для торговли, пишете про него инструкцию, выкладываете у себя его на страничке, собираете все, кто линковал на этого конкурента, в принципе, линки вытащить с того же Ahrefs, с чего угодно, с C-ранкинга, я бы советовал проверять сразу на нескольких сервисах, вытаскивайте все ссылки, которые есть на него внешне, и просто пишите им, даете их имейл, пишите напрямую, здравствуйте, вот этот сервис устарел, он уже не работает, вот есть классный сервис, я вот и вам его рекомендую, ссылочку на него, то есть вот этот бот уже там не работает, он не фукрычит, вот скрины, реально пруф, что он не работает, вот этот бот работает, вот скрин, вот он работает, и смотрит владелец сайта, понимает, что у него неправильный контент на сайте, ему жалобу юзеры кидают, и, соответственно, он переделывает. Более того, если даже этому подойти, как-то так нестандартно, допустим, раз написали, потом с другого e-mail там напомнили, здравствуйте, там типа то-то-то, а потом с третьего e-mail напомнили, здравствуйте, я владелец этого сайта, наткнулся, что у вас есть вот этот, конкурента, да, хотя вот третий вариант работает хуже, чем первые два, допустим, когда вы просто пишете от имени юзера, привет, вот эта ссылка нерабочая, вот я нашел отличную альтернативу. Вот, это классическая стратегия небоскреба, когда вы вот так вот пишете, пробиваете и делаете. Вот этот небоскреб для крипты, вот он для бинарки, он работает именно так. Что-то постоянно называю ее криптой. Вот, видно, хочется рассказать вам про продвижение сайтов, которые зарабатывают на крипте, там, обменники и тому подобные вещи, тоже есть кейс, так что напоминаю, в комментариях напомните. Следующий вид продвижения сложный, но реальный. Это так называемые пресс-релизы и диджитал пиар. Суть заключается в том, что ваша задача взять какие-то факты, о которых знаете только вы. То есть вот есть реальные исследования, напоминаю, мы его могли делать. И вы просто пишете в СМИ, которые пишут по этой нишей теме, говорите, что вот у вас есть такие-то факты, которые вы бы хотели, чтобы включили в следующие новости. Или находите хорошую уже новость, которая свежо опубликована, говорите, вот я бы хотел добавить вот эти факты. Это самый сложный вид линкбилдинга, потому что ваша задача писать от имени автора, да, то есть нужно правильный слог держать, то есть нельзя это доверить просто человеку, который не разбирается в сфере. Вот. И чтобы он писал действительно хорошие исследования. И, само собой, автор этого нужно хорошо пропиарить. Он должен быть видео, напоминаю, внешние публикации и огромное количество внутреннего контента.
Но если все эти составляющие вы сделали, такой диджитал пиар работает в любой нише, не обязательно в бинарке, но в бинарке он отлично работает. И можно получить ссылку даже с Forbes и тому подобных сайтов, даже если там кто-то будет что-то подобное писать, причем практически бесплатно. Анатолий писал отличную статью, как он сэкономил огромное количество денег, это такая уловка, да. Но на самом деле, учитывая, сколько стоит пиар, если за него заплатить, и пиар, если вот его делать так, этот второй вариант можно делать просто максимально экономя деньги и получать очень жирные ссылки. Ну и, конечно же, остаются те виды ссылок, которые на самом деле в этой нише могут работать не сильно хорошо, это сабмиты. Есть каталоги, есть ресурсы, в них можно добавить свой сайт, как обучающие материалы. Единственная сложность, в зависимости от того, какой тип у вас сайтов, сложнее себя засабмитить. Если у вас сайт с веб-сервисами, с ботами, то найти подборку, допустим, топ-ботов, топ-сервисов, написать владельцам этих постов, этих публикаций и сказать, добавь меня, добавь меня, добавь меня. То есть тут можно по такому принципу. Он скажет, я хочу столько денег, окей. Вы всем заплатили, себя добавили, ссылки получили в самых вкусных ссылочках, в самых вкусных публикациях. Сабмитинг, говорится, в подборку, это то, что надо. Если подборка уже есть, она в топах, себя добавлять туда просто, не нужно. Вопрос только цены, да, то есть, если там не сильно большая сумма, то здесь можно подойти к этому вопросу. И когда вы делаете вообще, в принципе, подобную работу, не забывайте, да, лить ссылки так, чтобы пользователь, когда переходит на ваш ресурс, на его главную страницу, ему было понятно, зачем он туда переходит. То есть главная страница вообще уделяется максимальное внимание. То есть если у вас сайт будет никакой, а какие-то странички будут классные, а главное никакая, то ваша стратегия по аффилиатке не сработает. Поэтому главной странице уделяйте внимание, потому что там будет добавляться только главная страница. В завершении этой темы я бы хотел сказать, что есть еще такой раздел, как социальные сети. Социалки для подобных проектов редко бывают прокачаны. Чаще всего они вообще могут просто быть. Но я замечаю, что в последнее время те, кто зарабатывают на аффилиат на бинарке, создают себе качественные YouTube-каналы, ведут там постоянно ежедневно трансляции. Я про эти трансляции потом детально расскажу, как их делать. Кому интересно, подпишитесь на канал, следите за этим. Я вскрою эти секреты обязательно. Мы эту уже тему раскусили и, конечно же, знаем, как это делать. По поводу YouTube-каналов. YouTube-каналы, собственно, Telegram-каналы, ТикТоки. Сейчас это связка одновременно из таких вот 3 составляющих. Еще сюда подключаем Instagram, Facebook кое-как. На самом деле проблемная соцсеть для этой ниши. Но вот именно Telegram, TikTok и YouTube, вот эта связка, она действительно даже без сайта может работать. У вас может не быть сайта, но вы создали себе вот эту связку, и аудиторию с YouTube и с TikTok перегоняете в Telegram, в Телеграме периодически постите реферальные линки и на этом зарабатываете. Да, это самообеспеченная система, то есть самодостаточная система, вам не нужно в ней ничего менять, и она работает. И для этого я бы сказал, что вы можете сказать, окей, Николай, зачем ты про сайт нам рассказывал? А если это все совместить с сайтом и на сайте выложить тот контент, которого не хватает на YouTube, допустим, инструкции какие-то детально разжеваны, а наоборот на YouTube выкладывать пошагово, как вы там что делаете, как пошагово вы там куда нажимаете, и это все совместить на одном сайте, у вас будет очень высокий поведенческий фактор на 2 платформах, с сайта легче ловить реферальные линки за счет тех же попапов, кнопочек, чего угодно, и люди, которые будут переходить и регистрироваться на тех или иных платформах, будут приносить вам те самые деньги, когда будут в них вкладывать. И, как я сказал про соцсети, это все очень хорошо. В следующем видео я хочу уделить внимание технической оптимизации таких сайтов, потому что там есть нюансы для финансовых всевозможных мониторинговых ресурсов. Как сделать так, чтобы себя обезопасить от исков, которые могут к вам прилететь, потому что если вы об этом не знаете, скорее всего, вы не узнаете, как правильно защититься от потенциальных исков финансовых организаций, создавая подобные проекты. Об этом я расскажу в следующих видео. А если вас интересует подобная услуга, вы всегда можете мне написать по ссылочке в описании, в закрепленном комментарии для заказа услуг, и мы сможем созвониться и обсудить, как вы хотите продвигать подобный проект. В заключение я хочу сказать, что заработки на подобных проектах очень могут отличаться. Вы можете заработать как и $5000 в месяц, так и $50000 в месяц с этого проекта. Можно зарабатывать и больше. Но вот средние диапазоны вот варьируют, вот уже начиная с этих цифр, это чистого вот вашего дохода.
и при правильной инвестиции в этот проект, и более того, если поднимать не один проект, а сразу несколько проектов, можно действительно зарабатывать много. На этом спасибо и пока-пока.